Это полиция красоты. В отдел розыска хорошей косметики поступило тональное средство и консилер от L'Oréal Alliance Perfect. Сотрудники дела вышли на их след. Из материалов дела следует: жидкий тональный крем Alliance Perfect, обогащенный гиалуроновой кислотой, идеально сливается с вашим тоном и заметно улучшает состояние кожи. Выравнивает тон, подстраивается по цвету и текстуре. Кожа более гладкая и сияющая. Формула на 80% состоит из увлажняющего крема с гиалуроновой кислотой. 24 часа увлажнения вашей кожи. Естественный финиш с эффектом сияния. Цвет я выбрала 3D Warm Undertone. Консилер визуально маскирует несовершенство кожи и скрывает темные круги. Легкая текстура мгновенно подстраивается под цвет кожи без отяжеления. Оттенок проблемных участков выравнивается и сливается с основным тоном, благодаря чему макияж получается максимально естественным, а лицо выглядит свежим и отдохнувшим. Цвет 2R Rose Vanilla. Тональный крем и консилер я купила в Золотом Яблоке. Я всегда получаю удовольствие от покупок в этом магазине. Я оставлю ссылку на магазин под этим видео, нажимай на нее и переходи на сайт. Выбирай и получай удовольствие от покупки. Для кого они подойдут? Правозащитники требуют, чтобы их попробовала каждая девушка. Но здесь нужно все тщательно проверить. Мне передали это дело, и я разберусь с этим. Тональный крем и консилер от L'Oréal относятся к бюджетным средствам. Начну я с консилера. Оформление консилера лаконичное и элегантное. Плоская кисточка. Если вы хотите убрать усталость глаз, но при этом, чтобы под глазами не было плотного слоя, наносите основные части, которые выдают усталость. Это у переносицы и в конце глаза внизу. И здесь. Я сейчас не буду наносить на этот глаз, специально оставлю, чтобы увидеть разницу. Я буду растушевывать консилер Beauty блендером. Это все тоже яичко, только вот такого маленького формата. У меня под глазами есть синева, которую нужно закрасить. Консистенция чувствую плотная. Консилер не матовый, он сияет с таким сатиновым эффектом. Еще добавлю. Здесь очень удобный аппликатор. Он плоский и мягкий. После консилера эта зона сразу же выглядит свежей. Сосуды и венки перекрылись не полностью, но они стали менее заметны. Можно заметить, что консилер подсвечивает внутренний уголок глаза. Консилер нужно выбирать так, чтобы он был чуть светлее основного цвета лица. Оттенок 1N является самым светлым и нейтральным в линейке. Что ж, консилер я пока отложу и приступаю к тональному крему. У тонального крема очень разнообразная палитра оттенков. От светлого к темному и от холодного к теплому. Тональный крем я буду наносить Beauty блендером. Предварительно я его уже намочила. Дозатор очень удобный. Он выдавливает совсем по чуть-чуть. С таким дозатором легко контролировать расход средства. Аромат слабый почти не ощущается. Как выбрать свой цвет тонального крема? Если на лице много зон красного, то красноту нужно нейтрализовать, поэтому вам нужен тон с желтым подтоном. Когда цвет холодного оттенка, то выбирайте тональный крем с розовым подтоном. У меня на лбу есть сухость кожи, и я проверю, не подчеркнет ли этот тональный крем. На первый взгляд кажется, что у него матовое покрытие. Он пока не блестит. Пока для меня ощущается его плотная текстура. Все основные зоны, которые я обычно маскирую, он хорошо перекрыл. Выровнял общий тон и освежил лицо. Покрытие я не ощущаю, чтобы оно было каким-то бархатным. Лежит он на коже обычно.
Распределился он на коже равномерно, никаких полос, ни следов не осталось. Пока он у меня отпечатывается на пальчиках. Цвет тона мне нравится, и посмотрим, как он будет вести себя в течение дня. Сейчас только докрашу вторую половину. Как обычно, я протестирую это целый день и в конце расскажу. Не забываем также наверху глаза наносить консилер. Пока тон или кажется, но немножко все-таки смотрится плотноватым. Единственное, что я добавлю, это румяна от MAC Blush Baby. Это одни из самых популярных в линейке MAC румян. Они придают... Переводятся они как румяный малыш, и они дают такой красивый, естественный румянец. Я наношу от этой точки и веду ее вниз. Если переборщили, можно всегда встряхнуть пальчиком. Все-таки тон, мне кажется, немного темноват. Все, отправляюсь по делам, буду проверять его на прочность. Что ж, пришло время разбирать тональный крем. Тональный крем проходил сложные испытания, потому что у нас очень холодно, и он должен был устоять при морозе. Как вы видите, лицо мое блестит, особенно в зоне лба и в районе носогубных. Через 3-4 часа матовость кожи, которая была в самом начале, ушла. Тональный крем сильно впитался в мою кожу. Сам цвет немного преобразовался и стал более розоватым. Особенно в местах, где у меня есть покраснение. Это подбородок и крылья носа. Вообще у тонального крема оказалось покрытие среднее. Маленькую красноту на лице он замаскировал, а с остальным не справился. Цвет не идеально совпал с моей кожей. Мне, как оказалось, нужно светлее. Шелушение на лбу, как ни странно, он не подчеркнул. С этим тональным кремом понадобится пудра, чтобы фиксировать. Как я вижу, стойкость у него не отличная. Держался он неплохо. Больше всего мне понравился тональный крем на каком-то среднем этапе, когда не только я его нанесла, потому что он был плотный на коже, но и не сейчас, когда уже лицо блестит и в каких-то зонах тона нету. А вот на том этапе, когда тональный крем уселся на кожу и выглядел хорошо. Тональный крем немного отпечатывается на телефоне, поэтому стойкость у него средняя. Также я вижу, что тональный крем подчеркивает текстуру кожи. Вот есть тональные крема, которые разглаживают лицо. Alliance Perfect этого не делает. В течение дня он никак не ощущался. В целом впечатление о тональном креме неоднозначное. С одной стороны, он неплох, но есть вопросики, которые не дают мне возможности рекомендовать вам этот крем на 100%. Он может подойти, я думаю, для нормальной кожи. Для жирной кожи он будет блестеть. Для сухой кожи или возрастной кожи он может подчеркивать то, что мы обычно скрываем. Это сухость кожи и морщинки. Ну и цвет сам окислился и стал еще темнее, мне кажется. Да, но я тестировала еще одно средство. Это консилер. А что с ним? Я следила за ним целый день, и на каком-то этапе он подчеркнул мимические морщины. Это не было сильно, но тем не менее это видно, и это не есть хорошо. Консилер уже в середине дня покинул мой глаз. Снова появилась вот в этой зоне синева. Стойкость я бы не сказала, что у консилера хорошая. Возможно, если бы консистенция у него была плотнее, то и продержался бы он дольше. Хотя с самого начала он как раз казался плотным, потому что неплохо замаскировал, а вышло все не так. В самом начале он мне понравился. В остальном, что наносила я консилер под глаза, что нет, разницы в середине дня я не заметила. Поэтому консилер я тоже рекомендовать не могу. Вот такое резюме. У меня есть вот такой ордер, который я буду вручать понравившимся мне продуктам косметическим. Сегодня, к сожалению, я его не вручаю, потому что продукты оказались весьма противоречивые. До новых встреч!